Всем привет! А вас ждет очередной влог из Аргентины. Немного молочки, сладостей и шопинга. Мы потихоньку подрастаем, но все еще остаемся очень смешными. Люблю, когда она мне улыбается, поэтому стараюсь ее всегда смешить. Вроде как мы распробовали вот этого жирафика и все чаще с ним играем. Не так, конечно, часто, как с шурханкой, но тоже ничего. Стараюсь ее стимулировать к ползанию, поэтому расставляю вот так вот по кругу игрушки, чтобы ее заинтересовать. Лежим сейчас на коврике, пытаемся, как-то не знаю, что-нибудь спрогрессировать. Давайте вам немножко расскажу. У нас переворот был, наверное, где-то в 3 месяца. С тех пор у нас не было какой-то стабильности. То есть, я могла, допустим, как-то отвлечься, она перевернулась, типа, интересуется игрушками. Но с какой-то как бы такой, как будто ей, в общем, не очень это интересно, да, переворачиваться. Ленивая очень. И поэтому прям вот каких-то активных переворотов у нас не было. Я до сих пор не могу его нормально снять. И в последнее время она вообще как-то не хочет переворачиваться. И даже в последнее время, вот, если прям вот раньше очень нравилось лежать вот на животе, сейчас она вот последние 2 дня вообще постоянно с живота падала на спину, в общем, не хотела лежать на животе. Что-то ей было неинтересно, не знаю почему. В общем, непонятно. Какой-то такой прям вот регресс у нас относительно всего этого. Вот, ничего не хочет. И предметы тоже ее особо не интересовали. Да, заяц? Вот. Сейчас вот лежим, и у нас хотя бы, вот как-то она, есть еще, да, я знаю, что перед ползанием важно, чтобы детки по кругу, да, вот могли так как-то вращаться. Вот я ей поставила как раз разные наши игрушки по кругу, чтобы она могла как-то интересоваться, вращаться. Лежу здесь сейчас с ней. И вот как раз вращение у нас происходит. И есть какие-то такие, желания, в общем, ползти ножками. Я как раз составила их голенькими. Желание ползти есть, но, в общем, очень капризничает или ленится. Не знаю, вот что делать. Особенно меня беспокоят перевороты. Почему не хочет она их, как-то нет какого-то такого интереса и желания, хотя как бы на живот, капризничает, хочет лечь сама на живот, но сама переворачиваться не хочет. И не знаю, идти на поводу или не идти на поводу. В общем, что делать, непонятно. Как бы капризничает, выкладываем, вроде ей нравится, типа, вообще ей, в принципе, нравится на животе-то, ей хочется. Только последние 2 дня почему-то не хочется. В общем, непонятно. Вот, но сейчас лежим, пытаюсь развлекать, чтобы подольше полежали хотя бы, да, заяц? Лежим, жуем руку. Еще тоже вот в плане игрушек, допустим. Я стимулирую, да, чтобы ей было интересно, чтобы она хотела как-то дотянуться. Но, нужно же класть подальше, насколько я поняла, чтобы у них было желание как-то ползти к игрушке. Но, опять же таки, не понимаю, если честно, нужно давать в итоге игрушку или нет, потому что она не дотягивается, только начинает капризничать еще больше. Поближе подставлю, типа, вроде дотянулась, типа, радуется, типа там играет с ней. Вот так, чтобы прям вот как-то сильно продвигаться, не продвигается, да, заяц? Как с тобой нужно? Вот так? Не знаю, в общем. То есть, что делать, как правильно, непонятно. А так еще вот в промежутке, как вот она стала переворачиваться, вот у нее не было именно какого-то интереса к объектам. То есть ей было интересней, что вокруг, да, там, допустим, я где-то, вот, именно сами объекты ее интересовали. Спустя некоторое время наконец-то появился именно интерес к объектам, но вот если ее положить именно на спину, просто вот на коврик, чтобы она сама как-то лежала, пыталась развлекаться, ей ничего не интересно, она просто будет тоже смотреть, вокруг, на мир, вот, именно к объектам у нее такого какого-то ярого желания у нее не будет возникать. В общем, не знаю. А так кубик нам нравится, вот этот, да? У него, я думала, что как вообще с этим кубиком они играют. Тут разные текстуры вроде. Просто он такой большой. Вот мне было непонятно, немножко я не представляла. Вот, но вот с таким большим кубиком прям прикольно. Со всех сторон она его любит. О, все. Самое любимое у нее в этом кубике это вот это колечко. И там еще листочек с другой стороны. Вот это самые любимые, наверное, детали на нем. Какая овечка, какие у нее ушки, да? Какие ушки, какая прическа, смотри, какая прическа. Заяц. Прическа-то какая смешная у овцы, да? Какой у нее носик. Потеряла овечку, да?
Потеряла овечку. Ну и вот эта вот книжка Шурханка все еще наш фаворит. Никак не теряет своей актуальности, очень ей нравится, все время ее как-то разглядывает. Еще она любит исследовать различные новые текстуры, поэтому обожает диван, вот так вот лежит всегда и ручкой по нему как-то скрябает. Если вы смотрите это видео, то наверняка слышите покрикивание моего малыша. Не знаю, все ли дети издают подобные звуки, но звучит достаточно забавно. Иногда меня это немножко пугает, особенно когда крики более громкие, более звонкие. Возможно, немножко дальше приложу как раз что-то подобное. Ну а у нас сегодня особые планы, поэтому мы заглянули в любимую кофейню, взять кофеек и отправиться, собственно, по делам. А мы сейчас возьмем кофе и пойдем в Кристина. Хотим узнать, можно ли у них взять со скидкой за наличные стульчик для прикорма и коврик. Вообще у них сейчас проходит какая-то акция 30%, но почему-то вот именно на эти вещи скидка будет всего лишь 10%. В общем, хотим узнать более подробно. Я уже присмотрела, что хочется, да, вот именно стульчик, который, мне кажется, самый оптимальный для прикорма будет. Вот у них он вроде как неплохой. Выглядит симпатично и такой минималистичный, должно быть легко убирать. Но посмотрим его еще в деле. В принципе, Кристина находится не так далеко, заодно прогуляемся. Вот на улице, кстати говоря, достаточно похолодало. Вот я утеплилась, муж пока что в толстовке. Мне вот совсем как-то холодно. Вот я шарф, куртка, еще на мне толстовка. Малышку я одела все еще пока что вот в этот розовый комплектик. Вот надеюсь, что она не замерзнет. Но если что, я думаю, что можно брать, по идее, какое-нибудь еще одеялко с овечками, вот, укрывать ее. Но это уже в следующий раз. Ну и по дороге еще, конечно же, зайдем на обратном пути в овощную лавку за фруктами, за овощами. Мы добрались до Кристина. Здесь вот такой вот выбор стульчиков для прикорма. Вот всякие стульчики. Сейчас будем у консультанта уточнять, в чем же разница. Сейчас. Ну, я думаю купить вот этот. Мне кажется, он больше всего похож на икеевский. И его удобно будет чистить, потому что у него нет каких-то там дополнительных, ну, как вот здесь, допустим, таких вмятин, где может застревать пища. Мне кажется, должно быть удобнее. Пока мы оформляли доставку наших покупок, посмотрели, что еще есть в ассортименте у Кристины, что здесь есть интересненького. И нам приглянулся вот такой вот красненький, как детский чемоданчик-самокат. Очень, мне кажется, многофункционально, интересно выглядит. Мы вернулись домой, заказали таки в Кристина стульчик, заказали коврик. Коврик мы выбрали такого, наверное, там, короче, есть один супер приглушенных оттенков, есть один, где одна сторона такая приглушенная, другая яркая, и есть второй, который такой супер яркий и с цыплятами. В общем, мы заказали промежуточный вариант, где одна сторона яркая, другая поспокойнее. Вот, мне кажется, что это самый оптимальный вариант, и есть что-то такое яркое для разглядывания, и, если что, можно в спокойную тоже сторону использовать. Мне кажется, симпатично должна смотреться, плюс эта сторона такая пыльно-розово-сиреневых оттенков. Вот, мне кажется, тоже неплохо будет сочетаться со стульчиком. А стульчик мы взяли розового цвета. Правда, я в Москве заказала тарелки горчичного оттенка, и со стульчиком розовым не знаю, как будет сочетаться. Вот, но что уж поделать, будем использовать так. Мне кажется, все равно достаточно, кажется, будет мило. Это стульчик не складной. Стульчик, мне кажется, ну, как бы, из каких соображений я покупала этот стульчик. Чтобы он был похож на икеевский, который у нас достаточно популярен в плане прикорма, что его просто будет мыть. И в плане положения тоже ровная, как бы, да, получается, спина. Подножка есть, где можно поставить ступни. В общем, как-то, ну, как бы, мне кажется, что он очень похож на икеевский. И я надеюсь, что им будет удобно пользоваться. В общем, будем пробовать, будем смотреть. Поставлю его, вот, буду, как только можно будет ее, собственно, туда сажать, буду сажать, смотреть, развивать, в общем, пищевой интерес. В общем, пока планы такие. А так хотела еще сказать, что на улице, конечно, очень холодно. Вот лично мне так вообще не верится, что когда-то в Буэнос-Айресе было прям вот лето, что было тепло. Похоже на такую, мне кажется, осеннюю московскую погоду. Вот. Так что приходится привыкать, утепляться. Вот. Надеюсь, что и малышке тоже будет тепло. Вот, тоже буду смотреть, если что, буду ее кутать. А так мы решили взять коврик в Кристина, потому что у нас вот у этого сама поверхность вот так вот портится. И если прям совсем разодрать, мне кажется, будет небезопасно. Она может что-то потянуть в рот. Поэтому надеюсь, что тот будет лучше. Что ж, не хотела я его покупать, но у нас появились сопли. Поэтому пришлось купить. Сходила в наш любимый магазинчик. Там все есть. Кстати говоря, там сейчас... Я посмотрела, появились и стульчики для кормления, тоже вполне себе такие
ну, актуальные, которые регулируются под возраст ребенка. Вот второй как раз вариант стульчиков, которые как бы рекомендуют чаще всего для прикорма. Вот, но мы уже как бы заказали, поэтому пока что нам такой не пригодится, но имейте в виду, там есть отличные как раз стульчики. Я потом приложу как раз ссылку на этот магазинчик. Вот, и я там взяла суплеотсос, вот такой вот, он как раз недорогой, вот, относительно остальных вариантов, которые я так немножко просмотрела в других магазинчиках. Так что попробуем его. Вот, думаю, здесь как-то сильно не принципиально какой использовать. Вот, это должен как раз сгодиться, но вообще не представляю, конечно, как у маленького ребенка все это как бы делать, как бы она вертится. Я вот пробовала грушей, ужасно неудобно, нужно, видимо, как-то изловчиться. Вот, пока что лучше всего работают жгутики, и то с капризами. В общем, нужно с этим всем терпение. Ну вот я его распаковала, я так понимаю, что здесь еще раз инструкция, что как входит, как, видимо, собирается. И вот такой вот прикольный, что есть отдельная сумочка для этого всего, чтобы все было стерильно. Вот, можно было хранить вот такой вот комплект. Здесь, кстати, идет 3 насадки. Вот, тоже очень удобно. Вот, в общем, попробуем. Но вот мы как раз дошли домой, и вроде как у нее сейчас соплей не так много. Так что, может быть, даже сегодня обойдемся без него. Вот, я их всю ночь как раз убирала ей. Ну, в общем, как-то так, пока что лежит. Вроде даже в настроении. Еще по дороге с курсов домой, вот, я много раз смотрела на вот это, не знаю, даже как назвать, пекарню, наверное, да, вернее будет, с Халой. Вот, там много различной выпечки. И я решила наконец-то попробовать, рискнуть, вот, потому что очень соблазнительно выглядит. Сейчас буду пробовать. И пока я ждала, собственно, заказ, я как раз поболтала немножко своим ломаным испанским с аргентинкой. Вот, у меня пока что проблема, что я теряюсь. Я теряюсь во время разговора. Вот я очень старалась, вот, не все поняла, наверное, где-то 50%, что она как раз пыталась у меня как бы спросить, мне посоветовать. Она рекомендовала как раз, собственно, определенные вкусы халы. Вот, что-то я поняла, как раз одну из них я заказывала, которая с корицей. Вот с корицей я очень люблю. Вот, как раз буду тоже сейчас пробовать. Но, в общем, в плане, как бы, конечно же, когда ты общаешься, ну, вот, вживую с людьми и пытаешься собраться, это, конечно, совсем по-другому. И очень прикольно, что ты что-то понимаешь, да, когда ты вот понимаешь, что у тебя спрашивают, что тебе говорят, это, конечно, тоже очень всегда приятно. Вот, но, естественно, конечно, мне не хватает сейчас и словарного запаса, и плюс моя, конечно, вечная проблема, что я теряюсь, когда ко мне обращаются, когда мне нужно что-то сказать, собраться. Вот я могу уже потом идти, вспомнить все, что как бы можно было сказать, но именно в момент, когда нужно это сделать быстро, я, в общем, пока что не могу сообразить. Но было прикольно. В общем, буду сейчас пробовать, выглядит очень вкусно. В общем, посмотрим, как это будет в итоге. Можно ли рекомендовать это место или нет. Вот, так что сейчас узнаем. Вот, я взяла 2 разных. Вот это я не помню с чем. По-моему, может быть, с шоколадом, если не ошибаюсь. Вот это должна быть как раз с корицей. Вот, выглядит, конечно, очень аппетитно. В общем, буду сейчас пробовать. Мы интересуемся своими ногами. В последнее время все чаще и чаще, да, заяц? Все чаще интересуемся своими ножками. А вот и к нам прибыла доставка наших 2 волшебных коробочек. Скоро сделаю как раз распаковку товаров от Кристины. Ну, а я все еще пытаюсь снять на видео переворот, никак мне это не дается подловить. Вот, поэтому наслаждаюсь тем, что она разглядывает различные книжечки, интересуется пока что вот так вот игрушками. Тоже вполне себе неплохо. Ну и здорово, что она быстро засыпает, иногда вот так вот вырубается, и это очень классно. Очень нравится в Буэнос-Айресе находить какие-нибудь такие фишечки. Ну, а этому игроку, помните, я говорила о том, насколько она любит вот так вот восторженно как-то кричать, покрикивать. Не знаю, у всех ли так? Мне хотелось кофе, я зашла в одно местечко, потому что там были булочки с корицей. Булочку с корицей я тоже хотела. Вот я думала взять, может быть, одну как раз с кофейком. Вот, но там были различные наборы, поэтому я набрала себе, короче говоря, целую коробку синнабонов. Сейчас буду пробовать, и удивительно, там вполне себе недорогой кофе, и
очень вкусный. Вот, так что в плане кофе точно могу рекомендовать это местечко. А синнабон сейчас буду пробовать, сейчас вам покажу. Все очень в такой милой коробочке, очень милая девушка мне все это накладывала как раз. Так что сейчас буду лакомиться, решила как раз себе домой взять, порадовать. Ну и плюс не могу остановиться, есть в Аргентине какие-то сладости, вот, не знаю вообще, как взять себя в руки. Вот, в общем, сейчас буду хвастаться. Вот такая вот коробочка, собственно, как раз вот такое вот лого этого места. Вот, так что берите себе на заметку. Вот, сейчас посмотрим, что из себя будут представлять данные синнабончики. Такая вот красотища. У меня здесь 3 с шоколадом, с нутеллой и с карамелью и пеканом. Вот, будем сейчас пробовать. Жаль, что камера не передает ароматов. Пахнет настолько вкусненько, что просто у меня уже слюни текут. Сладкий. Утю-путю-пу. Что это за уроженец у нас, а? Ну, а у нас пока что без изменений. Малышка все еще продолжает кричать дракончиком. Ты дракончик, что ли? Так кричишь, а? Дракончик мой, что ли, а? Я думала, ты киса. Нет? Какой свирепый малыш. Мы наконец-то познали вкус в погремушках. Теперь мы их держим в руке и болтаем ими, прям вот гремим. Можем прям вот так вот усиленно вот мотать ей, чтобы она как раз издавала звук. Раньше нам такое не нравилось. Вот. А тут сейчас и овца уже заходит. И вот та погремушка, что слева, тоже не просто у нас для того, чтобы погрызть, вот, а именно для того, чтобы именно погреметь, позвучать. Нам очень нравится читать. Любим книжки, да? Книжки — это интересно. Скажи. Ой. Что такое? Что за а? Что такое а? Что за а? Что такое-то? А куда ты ползешь? А? Вау! Вау! Да? Нравится звук? Нравится? Вау! Но у нас пока что какие-то такие более вялые дни, пока что ничего такого прям вот интересного не происходит. Малышка по большей части вот так вот тусит на коврике, все разглядывает. Привет! Да, приветики! Привет! Ей стали нравиться всякие рисунки на коврике. Сейчас она зависла, например, над этой белкой. А до этого смотрела, как раз на здесь рядышком был дятел, да, заяц? Вот. На белочку смотрит, да? Скажи, белочка. Да, белочка. Да? Да? Ну, а я каждый раз пытаюсь заинтересовать ее игрушками, чтобы у нее был какой-то стимул либо ползать, либо перевернуться в очередной раз. В общем, как-то так вот проходят наши дни. Надеюсь, что у вас отличное настроение, вы приятно провели время. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. И, конечно же, увидимся в новых влогах, в новых видео. До встречи!